Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю роскошный торт Мон Шери со вкусом всемирно известных конфет Мон Шери, вишня в ликере. Торт необыкновенно просто вкусный. Все покажу и расскажу в данном видео. И сначала приготовим бисквит. 340 грамм муки. Добавляю туда 60 грамм какао-порошка и 15 грамм разрыхлителя. Все это я просто перемешиваю. Сухую смесь всегда готовим заранее. 6 яиц среднего размера, обязательно щепотку соли добавляем, 16 грамм ванильного сахара, взбиваем просто до состояния пены и добавляю туда 280 грамм сахара. Все это взбиваю примерно около 3 минут. Сейчас я добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 150 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, дальше уже ничего не взбиваю. Просеиваю туда сейчас всю сухую смесь, обязательно просеиваем, иначе потом такие белые вкрапления будут очень некрасивые в тесте. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Перемешиваю просто миксером. Ничего здесь не взбиваю, просто перемешиваю до однородности. Вливаю туда еще сейчас 100 мл крутого кипятка. И сразу же все перемешиваю. Тесто достаточно такое жидковатое будет, но это нормально. Выпекать я буду в двух формах, по 20 сантиметров в диаметре. Здесь у меня 2 кондитерских кольца, вы можете обычные формы брать. Дно я застелила фольгой, выпекать буду на среднем уровне, режим вверх-вниз без конвекции. При температуре 175 градусов Цельсия на среднем уровне. Духовку во время выпечки не открываем, примерно 40 минут будет выпекаться. Это в моей духовке. Бисквиты у меня испеклись, дала им полностью остыть в формах. Извлекаю их из формы и сразу же нарезаю их на коржи. То есть этот шоколадный бисквит, он не требует здесь отдыха в холодильнике. Сразу можно его брать в работу. Я сейчас нарежу эти 2 бисквита на 6 коржей. То есть коржи не экстремально тонкие, примерно по 12 миллиметров они в высоту у меня, потому что в них будет много пропитки. Я потом покажу, будет соус и пропитка. То есть здесь такая задумка в этом бисквите, слишком тонкие коржи брать не следует. Поэтому бисквита здесь нужно много, но бомбически просто вкусные будут эти коржи. Шапочки мне здесь не понадобятся. Вы же, в свою очередь, можете использовать эти шапочки для обсыпки торта. Вы можете этот бисквит замораживать, можете его испечь накануне, можете хранить его в холодильнике. Все, как вам нравится. Я буду использовать сразу его в работу, этот бисквит. Итак, вот 6 таких у меня изумительных просто коржей получилось. По этой рецептуре всегда получается коржи с идеальной просто текстурой, без крупных дырочек, мелкопористая текстура. Я отставляю это пока что в сторону и готовлю начинку. 150 грамм свежемороженой вишни у меня здесь. Наливаю туда 50 миллилитров воды. Довожу до кипения и протираю сейчас всю эту массу через сито. Я это делаю намеренно, чтобы изготовить именно соус, поэтому я не пробиваю это блендером, то есть чтобы не было вот этих мелких частичек. Вы же можете просто блендером пробить. Вот это лишнее я все удаляю. Здесь у меня 5 грамм кукурузного крахмала и 60 грамм сахара. Перемешиваю, все это добавляю к вишневому компоту, довожу всю эту смесь на умеренном огне до кипения. Провариваю, чтобы ушла вся эта пена. Это будет примерно 20-30 секунд. Снимаю с огня, переливаю в ту емкость, где у меня эта смесь будет остывать до комнатной температуры. Добавляю сейчас туда 2 столовые ложки коньяка, чтобы он более такой был насыщенный потом во вкусе. И оставляю все это охлаждаться. Накрываю, конечно же, пищевой пленкой в контакт. И отставляю пока что в сторону. Здесь у меня 30 штук конфет вишни в ликере, то есть сами конфеты Мон Шери и аналог. Немножко другое качество, но в принципе все это можно использовать. У кого нет конфет Мон Шери, то есть там внутри вишневый ликер и
вишни в алкоголе. Сладкие вишни, алкоголь тоже сладкий, естественно. Корпусные конфеты. Они мне сейчас понадобятся для крема. И вишни мне тоже понадобятся для начинки. У меня уйдет 23 конфеты для начинки и 7 конфет для украшения. Итак, вишню пока на 5 минут отставлю в сторону. Сейчас я растапливаю все эти конфеты в микроволновке. То есть импульсами я растопила буквально за 30 секунд. Добавляю туда пакетик ванильного сахара 8 грамм, 300 мл сливок для взбивания, 300 грамм творожно-сливочного сыра и 250 грамм сыра маскарпоне. Сахара я дополнительно не добавляю, сладости тут будет достаточно. От этого ликера и от самого шоколада. Молочные продукты для взбивания беру все охлажденные. И взбиваю весь этот крем до устойчивых пиков. Я здесь взяла такую маловатую миску для взбивания, и я перелила просто всю эту смесь в более крупную миску и взбиваю уже в более крупной миске. И вот смотрите, здесь я намеренно заливала холодными сливками, чтобы в креме были такие легенькие крупинки шоколада, как в глазури, допустим, от мороженого лакомка. Я сейчас объясню, для чего я это сделала. На очень-очень мелкие кусочки я нарезаю всю эту вишню и добавляю ее сразу в крем. Вместе с этим ликером ничего крем не расслоится, все будет прекрасно. Всю эту вишню я перемешиваю с кремом. Она очень хорошо объединяется с кремом. И так как вишня выглядит достаточно так хаотично в креме, поэтому я намеренно делала вот эти вот как бы вкрапления шоколада. И таким образом крем смотрится однороднее. Если вы, естественно, захотите сделать гладкий крем, нужно залить все эти шоколадные конфеты с ликером очень горячими сливками, которые мы доводим практически до кипения, дать всей этой массе остыть и потом только взбивать. И тогда у вас будет гладкий крем. Но будут вот такие вкрапления вот этой вишни, очень такие неоднородные, скажем так, потом в креме. И это будет выглядеть, немножко своеобразно, скажем так. Поэтому я делаю вот именно с вкраплениями шоколада. Так смотрится гораздо более эстетично, на мой взгляд. Но это все на ваше усмотрение. Для сиропа я вскипятила 100 грамм сахара и 100 мл воды. Остудила сироп до комнатной температуры. И добавляю туда 1 столовую ложку вот этого соуса вишневого, уже с коньяком. Очень вкусная получается пропитка. И пропитываю этой пропиткой все коржи. Примерно по 160 грамм крема я выкладываю на каждый корж. И из кондитерского мешка я делаю еще такой как бы бортик для вишневого соуса. Это я отдельно еще выложила в кондитерский мешок. И в принципе весь крем здесь уходит на начинку. Разравниваю все это. То есть крема здесь не должно быть экстремально много между коржами. И коржи делать более тонкими я тоже не советую. Делаем обязательно бортик, чтобы этот соус сразу у нас не выливался. Соус практически весь будет как бы впитан в последующий корж. Так и должно быть, такая задумка, но коржи будут необыкновенно просто вкусные и нежные. И благодаря тому, что соус содержит в себе немножко крахмала, они не будут, эти коржи, такими мокрыми, но будут в то же время очень влажными, сочными и необыкновенно просто вкусными, со вкусом вот этих именно конфет Моншери. Я здесь не советую использовать вишню из компота, как мы делаем это в торте «Черный лес». Вкус будет совершенно не тот у этого торта. То есть нужны вот такие вишни в алкоголе, в сладком алкоголе. Если, может быть, аналоги не из конфет вы возьмете, но нужны такие вишни. И целыми эти вишни из алкоголя в торте я использовать тоже не советую. Будет это очень грубо при раскусывании в торте. Торт я собрала, ставлю все это в кондитерское кольцо и убираю в холодильник на ночь. Сейчас я готовлю крем для покрытия. Вы можете абсолютно любым кремом покрывать этот торт. Я показываю самый быстрый вариант. 250 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю пару минут, добавляю туда 250 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Взбиваю до объединения. Откладываю 2 вот такие силиконовые лопатки сейчас из этой массы на украшение этого торта. Вы можете этого не делать. И в остаточный крем я просеиваю 20 грамм какао-порошка. Просто обычный какао-порошок для выпечки. Все это я сейчас перемешиваю лопаткой, потом взбиваю еще раз миксером просто до объединения. Все собираю со стеночек, со дна миски, и крем уже готов. И я достала свой торт из холодильника, он уже у меня очень хорошо стабилизировался в холодильнике за ночь. Покрываю его сейчас вот этим кремом на сгущенке.
Им прекрасно можно выравнивать торты. Кто боится выравнивать домашние торты, вот этим кремом, самым элементарным, самым простым, вы можете прекрасно выровнять свой домашний торт. Да даже и не домашний. Единственное, на что следует обратить в этом креме внимание, торт должен уже очень хорошо отстояться в холодильнике, он должен очень хорошо пропитаться, чтобы у вас этот крем не треснул потом на торте. Подложка должна быть очень стабильная, и крема должно быть, конечно же, побольше, чем вот здесь я сейчас показываю, если вы хотите им уже так основательно выровнять этим кремом. То есть сейчас вот этот поворотный столик такой обычный пластиковый не подходит для четкого выравнивания. Поэтому я переношу свой торт уже на металлический поворотный столик, выравниваю также металлическим шпателем. Просто показываю для новичков, может быть, кому-то это пригодится. Вот такое прекрасное выравнивание домашнего торта можно сделать этим кремом буквально из 3 ингредиентов. Никаких заморских продуктов в нем нет. Украшаю также конфетами Моншери, и вот такой прекрасный торт у меня получается. Торт получился 20 см в диаметре и 12 в высоту. Разрезаю его. Торт прекрасно нарезается, то есть где-то, может быть, вот эти вкрапления этой вишни будут видны, но ее нужно вот именно нарезать. Целой я ее использовать никак не советую. Торт просто необыкновенно вкусный, и я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.